Армения официально объявила о готовности открыть сухопутный транзит между Турцией и Азербайджаном через свою территорию, что стало одним из наиболее значимых шагов в региональной политике за последние десятилетия. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что решение принято в ответ на аналогичный шаг Баку, который ранее снял ограничения на транзит армянских грузов. Это событие, по оценке Еревана, знаменует начало преодоления многолетней блокады, в которой страна находилась более 30 лет, и открывает перспективу формирования новой архитектуры транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. Пашинян подчеркнул, что Армения готова уже сегодня обеспечить движение грузовых автомобилей по маршруту Маргара, Ехигнадзор, Сисиан, Горис. Этот путь, проходящий через южные регионы страны, рассматривается как первый практический шаг к разблокировке региональных связей. По словам премьер-министра, дороги и пограничные пункты на этом направлении полностью готовы к эксплуатации, включая модернизированный КПП Маргара на границе с Турцией и Корнидзор у Гориса. Ереван утверждает, что при согласии Анкары и Баку никаких технических препятствий для начала транзита не остается. Решение Армении является ответным, зеркальным шагом в духе взаимности и сотрудничества. Так же, как Азербайджан снял для нас транзитные ограничения, мы снимаем их для Азербайджана, заявил Пашинян, отметив, что этот процесс должен сопровождаться реализацией положений Вашингтонской декларации о мире, подписанной летом этого года при посредничестве США. В частности, речь идет о пунктах, касающихся свободного передвижения товаров, транспорта и взаимного доступа к коммуникациям. Премьер-министр назвал это решение не просто технической мерой, а политическим сигналом о новой реальности, в которой Армения стремится действовать не как изолированное государство, а как активный участник региональных процессов. Он подчеркнул, что Армения стремится к тому, чтобы любые разблокированные маршруты, включая возможное соединение между Азербайджаном и Нахичеванью, функционировали исключительно под армянской юрисдикцией, что соответствует принципу территориального суверенитета. Пашинян отметил, что мир между Арменией и Азербайджаном уже стал свершившимся фактом. С момента парафирования мирного соглашения, по его словам, на границе двух стран не зафиксировано ни одной боевой потери в течение более 1,5 лет. Однако, как подчеркнул премьер, для Армении состояние мира – это новое явление. Республика Армения не знакома с тем, что означает мир. Мы с первых дней независимости жили в конфликтной среде и теперь должны научиться существовать в условиях мира, выработать соответствующее восприятие и образ мышления, заявил он. Эта трансформация требует не только дипломатической работы, но и внутренней перестройки общества, институтов и экономики. По словам Пашиняна, необходимо сделать мир устойчивым и институционализированным, не просто состоянием без войны, а новой моделью повседневной жизни. В этом контексте он отметил важность продолжающихся контактов с Азербайджаном на разных уровнях, от парламентского до межправительственного. Ереван и Баку поддерживают постоянную связь между рабочими группами, действующими на уровне вице-премьеров, а также активно взаимодействуют по дипломатическим каналам. Параллельно Армения продвигает новые экономические и инфраструктурные инициативы. Одним из ключевых направлений стало сотрудничество с США в рамках проекта TRIP, который, по словам премьера, нацелен на развитие транспортных маршрутов и энергетических коридоров нового поколения. Проект, как отметил Пашинян, нов и для региона, и для самой Армении, однако может стать основой для долгосрочного устойчивого развития. Кроме того, ведется работа по созданию упрощенного таможенного коридора между Арменией и Ираном. Как сообщил председатель Комитета государственных доходов Эдуард Акопян, стороны уже проводят финальные переговоры, а также сотрудничают с США по модернизации таможенной инфраструктуры и внедрению современных систем мониторинга. Эти шаги, по оценке экспертов, должны сделать Армению важным звеном в цепочке транзита между Каспийским регионом, Ближним Востоком и Европой. Пашинян также сообщил,
что первая партия зерна из Казахстана в Армению будет доставлена через территорию Азербайджана по железнодорожному маршруту Азербайджан-Грузия-Армения. Это первый подобный пример использования новой логистической схемы, символизирующей начало реального экономического взаимодействия между соседними странами. Премьер-министр заявил, что 2026 год станет решающим для закрепления достигнутого мира. В июне состоятся парламентские выборы, которые, по его словам, станут выбором между прошлым и будущим. Народ Армении должен подтвердить выбор в пользу мира, независимости и суверенитета. Альтернатива этому — откат к конфликту и возвращение в роль форпоста. Заявление Пашиняна о снятии транзитных ограничений и готовности к открытому сотрудничеству знаменует новую эпоху в региональной политике. Армения впервые за долгие годы демонстрирует готовность не просто реагировать на внешние инициативы, а формировать собственную стратегию развития, основанную на экономической интеграции, дипломатическом диалоге и укреплении мира. Если заявленные шаги будут реализованы, Южный Кавказ может войти в фазу устойчивого взаимодействия, где вместо линий раздела появятся маршруты взаимной выгоды и сотрудничества. На этом фоне можно с уверенностью сказать, что если ранее вопрос о будущем российской 102-й военной базы в Армении оценивался примерно как 50 на 50, и многие армянские эксперты тогда полагали, что усиление суверенности Армении может привести к уходу базы, то сегодня эти настроения выражены гораздо ярче. При этом дело даже не столько в Азербайджане. В армянском обществе Азербайджан никогда не воспринимался как экзистенциальная угроза, в отличие от Турции, мощь которой значительно превосходит армянские возможности. Если между Арменией и Азербайджаном силы в целом сопоставимы и ни одна из сторон не в состоянии захватить другую в одиночку, то ситуация с Турцией выглядит куда серьезнее. Именно из-за этого дисбаланса и была размещена российская 102-я база, чтобы в рамках армяно-российских договоренностей с целью сдерживания Турции и сохранения регионального баланса сил. Все стратегические расчеты прежних властей Армении строились на том, что пока страна решает карабахский вопрос с Азербайджаном, Россия своим военным присутствием будет защищать западные границы Армении от возможных турецких угроз. Однако стоит отметить, что, по некоторым данным, Турция еще в начале 1990-х годов, во время Первой Карабахской войны, рассматривала возможность нападения на Армению. Этого не произошло, в том числе из-за позиции США. Как рассказывал в интервью «Радио Свобода» бывший глава СНБ Армении Давид Шахназарян, во время разговора турецкий заместитель начальника Генштаба якобы спросил высокопоставленного американского чиновника, что будет, если мы нападем на Ереван. Американский чиновник ответил, что в таком случае у Турции возникнут серьезные проблемы с Россией, поскольку регион находится в ее сфере влияния. Тогда турецкий генерал задал встречный вопрос. А если мы договоримся с Москвой, и она не станет возражать против нашего наступления? На это американский чиновник ответил: тогда у Турции будут проблемы с Соединенными Штатами. Эта история приводится для сравнения с нынешним бездействием России по отношению к Армении и для понимания того, что даже в 1990-е годы Москва вряд ли вмешалась бы напрямую в возможный конфликт с Турцией. А сегодня тем более не станет этого делать, особенно ради 3-миллионной страны, чья стратегическая ценность для Кремля заметно снизилась. Перейдем к современности. По мнению ряда армянских экспертов, российская 102-я база сегодня находится в Армении не для ее защиты, а скорее для контроля над ней. Некоторые аналитики полагают, что в случае серьезного обострения между Турцией и Арменией российские военные могут даже спровоцировать инцидент на границе или вмешаться во внутренние процессы, но не станут реально защищать армянскую территорию. Это мнение подкрепляется тем, что с 2016 года, с апрельской войны, Россия неоднократно демонстрировала себя как ненадежного союзника. Анализируя происходящее, можно заключить, что курс Армении на нормализацию отношений с Азербайджаном и особенно с Турцией
а также открытие границ и разрешение взаимных грузоперевозок свидетельствуют о постепенной переориентации страны. Все это говорит о том, что рано или поздно 102-я российская база будет выведена из Армении. По мнению многих экспертов, ее присутствие сегодня не только не приносит пользы, но и вызывает раздражение у части армянского общества, усиливая недоверие к России. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе самых важных мировых и региональных событий.